Я Батухан, внук Чингисхана, второй сын Джучи, продолжатель дела своего отца, основателя Золотой Орды. Садитесь ближе, не бойтесь. Вы мои потомки, а значит должны знать, кем был ваш великий предок, как он завоевал полмира, почему его боялись даже стены, и почему у вас, скорее всего, дальние родственники в Китае, Персии и, если подумать, во всем остальном мире. Так вот, слушайте и запоминайте, потому что если кто-то из вас забудет, кто он и откуда, я лично отправлю его пасти баранов в самую дальнюю степь. Наш великий предок Темуджин появился на свет в степи. Если вы хоть раз были в степи, то знаете, что это такое. Ветер в лицо, солнце в глаза, еды нет, воды нет. Единственный, кто там чувствует себя как дома, это степной сурок. Родился он не в самый удачный момент. Его отец, Ясугей Богатур из рода Борджигин, отбил мать Оэлун у Меркита Екечелюду. Мальчик был назван в честь плененного татарского вождя Темуджина Уге, которую Сугей победил накануне рождения сына. Отец был великим воином, но плохим дипломатом. Пошел в гости к соседям, а вместо угощения получил отраву. Вот так с детства наш Чингисхан усвоил первый урок. Никогда не пей чай у людей, которых собираешься завоевать. После смерти отца соплеменники решили, что сирота им не хан, и бросили его с семьей в степи. Что было делать? Он выжил. Ловил мышей, ел коренья, смотрел на звезды и думал, а почему это я не могу стать ханом? Темуджин обладал военным талантом и организаторскими способностями. Он использовал тактический союз Джердженами, слабость и разобщенность противников, и между 1183 и 1204 годами разгромил основных соперников, своего названного брата и конкурента за влияние Джамуху и предводителей племен татар, найманов, меркитов, эреитов и ойратов. Итак, дети мои, вы уже знаете, что Чингисхан не просто махал саблей направо и налево, но и умел думать. Чтобы завоевать мир, надо не только бить врагов, но и управлять своими. И вот тут наш великий предок проявил себя как мастер организации. В своем государстве Чингисхан организовал при помощи писцов уйгур делопроизводство, сосредоточил усилия на централизации управления монголов, которые состояли из различных племен. Территорию государства он разделил на военно-административные единицы, тысячи, то есть выставлявшие по 1000 снаряженных конников. Тысячи жаловались вместе с пастбищами в уделы, хуби, родичам Чингисхана и найонам из его близкого окружения. Чингисхан организовал свою личную гвардию Хайшик, куда отбирались сыновья из знатных монгольских родов. Выходцы из этой гвардии могли поступить и в чиновничий аппарат. Хайшик стал основой армии Чингисхана. Темуджин захватил обширные территории Монголии и поставил под свой контроль населявшие их кочевые объединения. В результате решения Курултая в 1206 году в долине реки Онона он был провозглашен великим ханом под именем Чингисхан. Тогда же Чингисхан обнародовал собственную кодификацию обычного права монголов. В 1209 годах Чингисхан начал завоевательные походы за пределами Монголии. Первыми он покорил уйгуров, затем принудил тангутов к уплате дани. В 1211 году его войска напали на империю Цзинь, ныне Северный Китай, которое не смогло противостоять монголам. В 1215 году государство почти полностью было завоевано. Был взят Янцзинь. Чингисхан лично руководил монгольскими войсками во время похода в Северный Китай, Мавераннахр, Хорезм, а также в Афганистан, где он воевал против Джалал-ад-Дина. В 1223 году по его приказу два монгольских корпуса под командованием Джебе и Субедея пошли на Киевскую Русь, где на реке Калка монголы разгромили войска русских князей. Раньше степные народы жили кто как, каждый вождь правил своим маленьким племенем, делал что хотел и думал, что он самый главный. Чингисхан посмотрел на это безобразие и сказал: хватит, будет порядок.
Он придумал десятиричную систему управления. Арафт – 10 воинов, Зууд – 100 воинов, Мянгат – 1000 воинов, Тумен – 10 000 воинов. От этого слова произошло слово «тьма». Чингисхан понимал, если нет законов, будет бардак. Поэтому он придумал Ясу – единственный свод законов, по которому жили все монголы. Монголам нужны законы, которые свяжут их тугой петлей. Чтобы закончились грабежи и матери захотели рожать детей, кара у монголов будет одна – смерть. Тому, кто предаст своего хана – смерть. Кто поднимет меч на детей и женщин – смерть. Кто откажет путнику в еде и ночлеге – смерть. Тому, кто скупает краденое – смерть. Главный принцип Ясы – честность. Украл у своих – все, тебе конец. Верность хану – предательство каралось смертью. Равенство перед законом, хоть ты бедняк, хоть богатей, если виноват, ответишь одинаково. Вот бы сейчас такие законы, да? Свобода веры, хочешь молиться небу, пожалуйста, хочешь молиться Будде, на здоровье, лишь бы ты служил Орде. Существует убеждение, что монгольская армия насчитывала до полумиллиона человек. Но это миф, а самая большая численность была около 200 000 всадников. Каждой группой командовал свой начальник, и все это было под контролем самого хана. Никакого хаоса, никакой самодеятельности. Если один воин из десятка сбежал или провинился, наказание несли все 10. Это воспитывало ответственность. А кто не слушался? Ну, степь большая, хоронить не надо. Монгольское войско было одной из самых грозных армий в истории, и во многом это объясняло его невероятную выносливость. Каждый монгол с детства жил в суровых условиях степи. Холод, жара, нехватка еды и воды – это была обычная часть жизни. С ранних лет мальчики учились верховой езде, стрельбе из лука и охоте. Кочевой образ жизни делал их выносливыми, терпеливыми и готовыми к любым трудностям. А посмотрите, что нынче. Даже сейчас некоторые сидят в тиктоках и не слушают мою лекцию. Ну так вот, мобильность нашей армии обросла легендами. Мы могли на ходу есть, спать и месяцами быть в походе. В армии и управлении карьера зависела только от ума и способностей. Хоть ты был рабом, хоть сыном пастуха, если ты храбр, умен и умеешь командовать, получаешь высокий пост. А вот если ты потомок какого-то знатного вождя, но бестолочь, ну что ж, бараны тоже требуют ухода. Незадолго до смерти наш великий дед разделил империю на улусы, страны, между сыновьями и завещал им покорить весь мир. Самые богатые территории на северо-востоке достались старшему сыну великого хана, Джучи, моему отцу. По части земель и вод я, Чингисхан, назначил ему Джучи, Летовья и Зимовья от границ Кайлыка и земель Хорезма до окраин сакских и булгарских крайних пределов, куда дошли кони наши полчищ при их набегах. Джучи, Жоше хан, старший сын Чингисхана, правитель страны Чаков, основатель государства Золотая Орда, прародитель казахских ханов и султанов. Чингисхан в 1207 году отправил его завоевывать земли лесных племен к западу от Байкала. Довольный результатами похода, Чингисхан издает указ. «Старший из моих сыновей, ты впервые покинув домашний очаг, был удачливым, не поранив ни мужей, ни лошадей, завоевал лесной народ. Я решил отдать эту страну тебе». Его улус включал юг восточноевропейской равнины и западную часть Евразийской степи. Хан Джучи правил своим улусом недолго. Затем власть принял Я Батухан. С начала 1220-х годов до первой половины 1240-х годов я совершил несколько завоевательных походов на запад. В состав Орды вошли Южное Приуралье, Северный Кавказ, Поволжье и Крым. Княжества Руси были разорены и обложены данью. Затем мы вторглись в Европу, разграбили Сербию, Чехию, Венгрию
и несколько других стран и остановились только у побережья Адриатического моря. Позже, в промежутке между 1222 и 1224 годов, после завоевания Дешт-Кипчака и Средней Азии, к Улусу Джучи были присоединены западные земли, куда достигли копыта монгольских коней. В год смерти Чингисхана в состав Улуса Джучи вошли северные земли Семиречья, все степи кыргызов, казахов, Хорезм и Мазандаран. Ни одна армия мира не могла противостоять тысячам всадников, умеющих стрелять на полной скорости. Стены русских и европейских городов рушились под ударами мощных осадных машин, созданных по китайским чертежам. Позже эта территория стала называться Золотой Ордой. Я, Бату-хан, продолжил дело великого предка. Мы не только воевали, но и наладили управление. Золотая Орда управляла покоренными народами через местных князей, которые признавали нашу власть и платили дань. В первые десятилетия после завоевания Руси Орда провела перепись местного населения и установила в качестве налога 10% от дохода русичей. Взамен мы защищали их и обеспечивали порядок. А сколько сейчас берут налогов бесчестные чиновники? Ну ладно, едем дальше. Как сделать так, чтобы приказ из ставки Чингисхана быстро доходил до самых дальних уголков империи? Наш хан придумал ямскую службу, систему почтовых станций. Через каждые 30-40 километров стояли станции, где гонцы меняли лошадей и неслись дальше. Результат? Новости и приказы передавались быстрее, чем ветер по степи. Чем не аналог вашего DHL. Враги еще только собирались что-то замышлять, а Чингисхан уже знал и отправлял армию навести порядок. Чингисхан не только воевал, но и делал так, чтобы деньги текли рекой. До него торговые караваны постоянно грабили, потому что степь — это вам не магазин с охраной. А когда монголы захватили половину мира, они объявили: любой, кто ограбит караван, будет пойман, наказан и останется без головы. Грабежи прекратились, дороги стали безопасными, а торговля расцвела. В результате товары, идеи и технологии свободно перемещались от Китая до Европы. Толерантность. Уважай чужие традиции, но если что, напомни, кто тут главный. Чингисхан понимал, если заставить всех жить одинаково, будет восстание. Поэтому он позволял народам сохранять свои законы, религии и обычаи, лишь бы они платили дань и не мешали Орде управлять миром. Сам Чингисхан исповедовал религию тенгризм, которой веками придерживались тюрки, ближайшие соседи монголов, степные племена Евразии и даже половцы. Но если кто-то решил, что он умнее монголов и может устроить бунт, этот народ очень быстро становился историей. Кстати, на нашем канале есть видео о тенгрианстве, можете посмотреть его после моей лекции. В 1225 году наш дед, потрясатель вселенной, вернулся в Монголию, но уже через год снова выступил в поход против государства тангутов и в августе 1227 года при осаде столицы умер. Причиной смерти стали травмы, полученные после падения с лошади во время охоты. Золотая Орда был крупнейшим государством Средневековья. Ее военная мощь позволяла сохранять стабильность границ на протяжении 13-й, первой половины 14 века, вплоть до внутреннего взрыва в 60-70-х годах. Главным городом стал Сарай-Бату, а затем Сарай-Берке, великие центры торговли и культуры. Мы ввели систему ярлыков, грамот, которые подтверждали права правителей. Золотоордынские ярлыки – это нормативные правовые акты, обладавшие высшей юридической силой, которые издавались от имени суверенного государя. Наша Орда просуществовала несколько веков. И даже когда она ослабела, ее наследие не исчезло. Многие государства, включая Российское царство, унаследовали нашу систему управления, налогообложения и военной организации. Вот так Чингисхан создал самую могучую империю в истории. И не просто захватил земли, а устроил их так, что все работало как хорошо смазанный лук. И знаете, потомки мои, пока мы помним эти принципы, дисциплину, порядок, справедливость и железную волю, нас никто не победит. А теперь подпишитесь на наши лекции и не пропускайте их.
Следующую лекцию будет читать наш профессор мистер Рекс. Тема лекции – ошибки описания динозавров в фильмах парка юрского периода. А теперь марш тренироваться.